Okay, everyone, welcome and back. I would like to introduce to you Steve Hansen. Добро пожаловать обратно. Я хочу представить вам Стива Хэнсена From the United States of America. из Соединенных Штатов Америки. He's been training in NK since 2002, which is 17 years. С 2002 года он обучается в НК, это уже 17 лет. And been training in kinesiology for 26 years. А в кинезиологии вообще он работает 26 лет. And he's done a lot of different types of kinesiology. И он очень много различных типов кинезиологии знает. And one thing that Stephen has done over the years is he's actually had a lot of good ideas and insights that I've actually on how to use my work. He's actually told me things that I've learned about my work. И вот за годы, что интересно, что к нему приходили очень интересные инсайты по поводу моей работы, которые, когда он даже вот со мной делился, я сам не знал о некоторых аспектах своей работы. And one of the visions I've got for NK in the future И вот мое видение НК в будущем is that other people will actually start further developing it. это то, что другие люди будут присоединяться и продолжать развитие ее. But he's already been doing that. И он уже это делает. So he's taken some of the NK work, Он взял некоторые аспекты работы НК, added some of his own things, добавил некоторые свои вещи. and developed this stuff about the autoimmune. И вот разработал новые подходы к работе с автоиммунными проблемами. So welcome, Stephen. Thank you so much Добро for coming. пожаловать, Стив. Thank you. So I want to do two things today. Сегодня я две вещи хочу сделать. I want to show what's possible with NK. Я хочу показать вам, что возможно достигать с помощью НК. When I talk about NK to people who don't know kinesiology, I use the metaphor computer programming for the body. Когда я говорю об НК с людьми, которые не знакомы с концепцией кинезиологии, я использую метафору программного обеспечения тела. And the great thing about computer programming is anything is possible. You can teach your body to learn how to do just about anything. И вот что классно в метафоре программного обеспечения, это то, что вы можете создавать, прописать все что угодно. Вы можете обучить свое тело практически чему угодно. And NK has such amazing tools that both work with the energy and work with the physical. И в НК есть совершенно потрясающие инструменты, которые работают как с энергией, так и с физической структурой. And when you use those two things together, И когда вы эти две вещи используете вместе, you can achieve amazing things and help other people achieve amazing things. вы можете достигать невероятных результатов и помогать другим людям достигать невероятных результатов. So the second thing that I want to share with you today И второй момент, которым я хотел бы поделиться с вами, is just some things that I've learned along the way. это некоторые моменты, которые я открывал для себя на этом пути. So let's get started. Давайте начнем. And I'm sorry about the colors. И я извиняюсь по поводу цветопередачи. I hope you don't go blind. Я надеюсь, вы не ослепнете. You've got a format for that, right? Yeah, exactly. Ничего, у нас для этого тоже есть формат. Okay, so autoimmunity, when the immune system gets a little too excited. Итак, автоиммунность – это когда иммунная система немножко перевозбуждается. So first of all, a definition of autoimmunity. Итак, начнем с определения, что такое автоиммунность.
a misdirected immune response Такой некорректный иммунный ответ, иммунная реакция, that occurs when the immune system goes awry который случается, когда иммунная система, с ней что-то не так происходит, and attacks the body itself. и она начинает атаковать свое собственное тело. So, in NK, we learn to look at things as a metaphor. В НК мы учимся рассматривать вещи как метафоры. So how many of us, you can raise your hand if you want, how many of us have attacked ourselves? И если хотите, можете поднять руку. У меня такой вопрос. Кто из нас нападал, атаковал сам себя? Me too. Я тоже. Sometimes I can be my own worst enemy. Иногда я бываю худшим врагом для себя. And so, autoimmunity is everywhere. И вот таким образом вот эта вот автоиммунность, она везде. Ауто. Who here is aging? Кто из вас стареет? Anyone? Anyone? Кто-нибудь? Oh, she's aging. Она стареет! So some even say, and I've seen this in a lot of my muscle tests, that even aging is due to autoimmunity. И кто-то сказал, я видел это в тестах, что даже вот процесс старения связан с аутоиммунностью. So that's kind of a problem. Это вот проблема некая. So what's happening is that our systems are getting confused. И что происходит на самом деле, это то, что наши системы, они запутываются. And our immune system that's normally robust and able to take out the bad guys И наша иммунная система, которая обычно в хорошей форме, она в состоянии избавляться от каких-то вредителей, плохих каких-то частиц. is taking ourselves out instead. Вместо этого она начинает набрасываться на самих себя. So, there are many conditions that are caused by autoimmunity. И есть очень много проблем, симптомов, которые возникают в связи с аутоиммунностью. Many of them physical, Многие из них физические. many of them emotional and mental. Многие эмоциональные и ментальные. A lot of depression is actually caused by brain inflammation. Очень часто депрессия связана с воспалением мозга. You can process the emotions all day, and then eventually the body switches back. Вы можете хоть целый день заниматься перерабатыванием своих эмоций, но в конце дня все равно мозг возвращается в это состояние. Because the brain, especially the astrocytes, the brain cells, are in distress. Потому что мозг, и в частности, в особенности астроциты, одни из клеток мозга, они находятся в дистрессе, в стрессе. Because the brain is getting attacked by its own immune system. Потому что мозг как бы находится под атакой собственной иммунной системы. That's also a problem. Это тоже проблема. So, I appreciate the body, what it's trying to do. И я вижу и ценю то, что тело пытается делать для нас. But we need to teach it to do it in a way that's not going to harm us. Но нам иногда нужно помочь телу научиться это делать так, чтобы оно не приносило нам вред. So I need to step back for just a minute. И сейчас я сделаю некий такой шаг назад. And talk about where I work.
и поговорю о том, где я работаю. I work at the Institute for Specialized Medicine in San Diego, California. Я работаю в институте специализированной медицины в Сан-Диего, Калифорния. And there I work with a man named Dr. Schickman, Dr. Alexander Schickman. Там я работаю с доктором Александром Шикманом. A Russian doctor whose family is originally from Kyiv. Это русский доктор, чья семья изначально она из Киева. Is Ukrainian doctors? Мы гордимся. And I started working with him about 4 years ago. Где-то 4 года назад я начал с ним работать. I was working, Dr. Schickman and I had a common patient. У нас был общий пациент. And her levels of estrogen were off the charts. И ее уровень эстрогена просто зашкаливал. And Dr. Schickman had run out of, Dr. Schickman is a rheumatologist. И доктор Шикман, он ревматолог. And he had run out of options with her. И вот с этим пациентом у него закончились все опции. But she started talking to him about this kinesiologist guy. Но она начала говорить с ним об этом каком-то чуваке-кинезиологе. And he was listening to her, which is a good doctor really listens. I like that. И он ее слышал, он услышал ее, и хороший доктор всегда слышит, мне это нравится. And so she would tell him the things that we were working on each week. И она делилась с ним тем, с чем мы с ней работали, чем я с ней работал каждую неделю. So he would blood test before and then after the session what we worked on. И он каждую неделю он делал анализы, брал у нее анализы крови до и после анализа крови, связанные с тем, с чем мы работали. And so he blood tested her estrogen before I worked on her and then after. Он тестировал ее эстроген до моей сессии и после. And it came down from 400 down to 200 in just 1 2-hour session. И он уменьшился с уровня 400 на 200 после одной двухчасовой сессии. So he thought that was pretty interesting. Он подумал, это довольно интересно. Usually in the past when I've worked with MDs, they have given me the response of, I must have misdiagnosed that. В прошлом обычно, когда я с докторами работал, то в такой ситуации они обычно мне давали такой ответ. Наверное, мой первоначальный диагноз был неверный. But Dr. Schickman had Ukrainian wisdom. Но у доктора Шикмана была мудрость Украины. And he realized that he wanted to have me at his clinic. И он понял, что было бы неплохо, если бы я работал в его клинике. So I could do that same kind of thing on all of his patients. Чтобы вот то же самое я мог проделывать со всеми его пациентами. So it's a great clinic. It's both alternative and conventional together. Это замечательная клиника. Она работает как в традиционной, так и в альтернативном ключе. And there I get to do kinesiology on a lot of people and see my results blood tested. И там я могу работать со многими пациентами и видеть результаты своей работы в анализах крови. So in the clinic, they see people that have pathogens, that have bacteria, viruses, parasites, fungus, and toxins.
К ним в этой клинике часто приходят люди, пациенты с различными патогенами, бактериями, вирусами, паразитами, грибковыми, токсинами. So he would tell me what this person has, and then I would work on it. И он говорит мне обычно, какая у человека проблема, и я работаю с ним. For instance, one woman's daughter was in school and she was a runner. Например, дочь одной женщины, она была как школьница, и она занималась бегом в школе. But she had no energy. Но у нее совсем не было энергии. And so she actually had to quit school because her health was getting so bad. И ей даже пришлось в какой-то момент уйти из школы, потому что ее здоровье настолько ухудшалось. Her mother was my patient, my client, but the daughter, who was tired, didn't like alternative medicine. И вот мать этой девочки, она была моим клиентом, но сама девочка, ей не нравилась идея альтернативной медицины. So she came home from school, and her mom made her come to me. И вот она пришла домой из школы, и ее мать заставила ее прийти ко мне. Dr. Schickman says, oh, she has mycoplasma. И доктор Шикман говорит мне, у нее микоплазма. I said, okay. Я говорю, хорошо. So I did a 2-hour session working on mycoplasma. И я провел 2-часовую сессию, работая с микоплазмой. And all of her symptoms disappeared in 1 2-hour session, after 1 2-hour session. И все ее симптомы исчезли после 1-2-часовой сессии. So she could go back to school. И она могла вернуться в школу. I did 1 or 2 follow-ups just to make sure and strengthen her system. Я еще 1 или 2 дополнительные сессии с ней провел, просто чтобы поддержать ее систему. But her problems were stored in that mycoplasma. Но ее проблема, она вот хранилась как бы вот в этой микоплазме. Because healing is really about frequency. Потому что исцеление это реально про частоту вибрации. And most of us are very high frequency people. И большинство из нас мы такие высокочастотные люди. But we all have our low points too. Но у нас у всех также есть и низкочастотные моменты. The places in our lives where we store our lowest emotions, our shame, our guilt, our sadness. Места, где мы храним наши самые тяжелые эмоции, стыд, вину, грусть. And those low frequency emotions, those get stored in and as pathogens. И вот эти низкочастотные тяжелые эмоции, они сохраняются в нашей системе как патогены. So these people that have autoimmune, just a couple of them. И вот эти люди с аутоиммунными проблемами, вот их совсем немного. It's because they also have these negative emotions that have been stored in their bodies. Это тоже связано с тем, что у них в теле хранятся, отложились вот эти негативные эмоции. So these guys right here especially, but they're really sneaky. И вот эти вот штуки здесь, они такие очень хитрые. And so they find ways of hijacking our immune system. Они находят способы, как срывать, как бы угонять, условно говоря, нашу иммунную систему.
so that instead of killing them, our immune system kills us instead. И для того, чтобы вместо того, чтобы убивать их, наша иммунная система начинает убивать собственное тело. So to use energy kinesiology to take out these pathogens, we need to reverse that. И вот работая с энергетической кинезиологией, для того, чтобы избавиться от этих патогенов, нам нужно изменить этот паттерн. Because something really weird happens with autoimmunity. Потому что что-то очень такое странное происходит в аутоиммунных заболеваниях. The body stops trying to kill the pathogen. Это как будто тело прекращает попытки убить патогены. So much so that when you try to measure it with a muscle test, there's no stress. Настолько, что даже когда вы пытаетесь найти их, используя мышечное тестирование, то вы даже не находите там стресса. So much so that they've become part of what's called our microbiome. Настолько, что эти все вещи даже просто становятся частью нашего микробиома. So our body just thinks that they're normal. Наше тело думает, что это все абсолютно нормально. So if there's no stress on something, how can we work on it with kinesiology? И если вот там даже нету стресса, связанного с этой темой, то как мы даже можем работать с этим в кинезиологии? So we can't work on it directly. We have to find out what's the mechanism. How is the pathogen screwing things up? Мы не можем работать с этим напрямую. Нам нужно найти механизм, как именно патогены нарушают этот весь процесс. So I went in to Dr. Schickman one day. Однажды я пришел к доктору Шикману. And I asked him, how can I work on these when they're not showing stress? What can I do to work better with autoimmunity? Я сказал, слушай, как мы можем работать вот с этими штуками, когда там даже не тестируется стресс? Как нам лучше работать с аутоиммунностью? And he speaks in about 3 words per sentence. Он обычно в разговоре использует 3 слова в предложении. And so he just dumped 4 pieces of papers in my lap. И он просто бросил 4 листка бумаги мне на колени. Two, 2, 3, 3, 4. 4. All clear? Все понятно? So I spent about 6 months trying to figure out how to use NK with these charts. Я где-то 6 месяцев у меня ушло на то, чтобы попытаться разобраться, как использовать NK вот с этими таблицами, диаграммами. So what these are this is the control of the immune system. И что здесь изображено, это как контроль иммунной системы. And so with autoimmunity, the immune system is out of control. И вот в случаях аутоиммунности иммунная система, она выходит из-под контроля. And so what I do is I go through these pathways, part of them, the parts that show. И вот что я делаю в работе, это я иду вот по этим путям, которые выпадают в работе. And find out where those pathogens have hijacked the immune system. И нахожу, где там вот эти патогены
угнали иммунную систему. So you can't see it very well, but there's lines here on the top, and that's the edge of the cell. Вот там не очень хорошо видно, но вот поверху там идут такие линии, которые отображают границы клетки. And so you can see all of them have that line there that shows the edge of the cell. Вот там везде есть вот эта линия, которая кромку, границу клетки отображает. And the immune system is sending some sort of messenger to one of these points that's a gateway to get into the cell. И иммунная система, она посылает неких таких гонцов вот в эти штуки, которые торчат на поверхности клетки, это как некие такие ворота. And so that's where it's going wrong. И вот это там, где что-то идет не так. Like on this chart, these are the toll-like receptor signaling pathways. Toll-like. Ага. Вот на этой диаграмме вы можете увидеть вот эти вот вертикальные структуры. Это некие такие рецепторы, которые похожи на ворота, где, или шлагбаум, где с вас снимают деньги, вот где происходит коммуникация. And this is the part of the immune system that decides, is this a bad guy or a good guy? Вот это та часть иммунной системы, которая решает, вот это хороший актер или плохой актер, можно ли его пропустить. And so if just one part of these is turned up too high, then guess what? It's going to attack the wrong thing. И если хотя бы одна из этих частей активирована слишком сильно, то тогда они могут начать нападать на не того, кого надо. So this one, for instance, TLR4 or TOL4. Например, вот это вот TLR4. When it's out of balance, когда он выходит из строя, the body has been hijacked by a bacteria typically. То обычно это случается, когда какая-то бактерия проникает в тело. Or this one down here, TLR9 or TOL9. Или TLR9. Means that the body's been hijacked by a virus. Это значит, что какой-то вирус проник в тело. And so once they've turned up these gateways, the pathogens can do what they want. They can play. И вот когда вот эти ворота, они как бы слишком сильно активированы, они как бы открываются, то патогены могут получать возможность сделать то, что они хотят. I like happy horses, but not happy bacteria. Я люблю довольных, счастливых лошадей, но недовольных бактерий. Но недовольные бактерии я не люблю. So I began to do NK on these pathways. И я начал использовать НК в работе вот с этими путями. And I found certain ones that were the problem most of the time. И я обнаружил, что в некоторых из них чаще всего возникают проблемы. So these are the critical controls of the immune system that I work on then to relieve the body from autoimmunity. И вот эти механизмы контроля иммунной системы являются, вот я с ними больше всего работаю для того, чтобы избавить тело от аутоиммунных заболеваний. So an interesting thing happened the first time that I worked on someone with these.
И вот когда я впервые с кем-то поработал, с человеком поработал в этом ключе, что-то интересное произошло. Suddenly, after working on TOL4 or whatever it was at the time, suddenly there was so much bacteria stress. Внезапно, когда я поработал вот с одним из этих ворот, там появилось очень сильно и начал показывать бактериальный стресс. The body was finally ready to deal with it. Тело наконец-то было готово разобраться с этим. Yay! Ура! Мексика Мэй! Мексиканская волна! Водка! Who's heard of Epstein-Barr here? Кто слышал вирус Эпштейн-Барра, да? That's a big one. Это большая проблема. And the body won't kill it all the way as long as it's causing autoimmunity. И тело не избавляется от него полностью, пока присутствует аутоиммунная проблема. So, using NK, we can actually balance the gene. И используя НК, мы на самом деле можем сбалансировать сам ген. And those genes, then, once they're normalized, we can just do immune work on the bacteria. И когда эти гены сбалансированы, нормализованы, тогда мы можем проделать иммунную работу с самими бактериями. So while I was working on this person and working on the bacteria, or working on the TOL4, И вот когда я работал с этим человеком впервые, с его вот этим вот TLR4, the person started to cough, человек начал кашлять. just because there was so much mucus released. Потому что там столько слизи начало выделяться. And I wasn't formatting the bacteria. В тот момент я не форматировал бактерии. I was just working on these controls. Я тогда, в тот момент, я только вот с этими контрольными механизмами работал. And so then we could kill the bacteria И вот тогда у нас появилась возможность избавиться от бактерий. and live happily ever after. И до конца дней своих жить счастливо и здорово. So earlier I said I wanted to tell you what could NK do. И вот в начале своей лекции я сказал, что я хотел бы с вами поделиться, что может делать НК. With just the immune classes and the nutrition classes, we can work on these. Только используя курсы, связанные с иммунной системой и с питанием, мы можем вот с этим всем работать. With maybe a chakra balance here and there. И, может быть, иногда баланс чакры добавлять периодически. Could you read through those things up there? It's hard to see them. Yes. Oh, does anyone have any questions? You? Yes. Есть ли вопросы? So these are some of the major ones that I've worked with, starting with TOL4. Это вот одни из самых основных моментов, с которыми я работал, с контрольными механизмами иммунной системы, начиная с вот этого TLR4 и 9. And like I said, that one's bacteria. Это связано, четвертое связано с бактериями, The next one is called TOL9 for viruses. девятый связан с вирусами. The next one is called CD19 or Cluster of Differentiation 19. А следующий называется кластер дифференциации 19. And CD19 is on the B cells. Он располагается на Б-клетках.
and it's like a flashlight. И это как такой фонарик. And the flashlight, the immune system is looking around to see where the bad guys are. Который иммунная система использует для того, чтобы находить врагов. And if your flashlight is too big, then it just attacks everything. И если ваш вот этот фонарик слишком широко светит, то тогда иммунная система набрасывается на все подряд. But if your flashlight is too small, then it'll miss things. С другой стороны, если луч света слишком узкий, то тогда иммунная система будет пропускать врагов. So CD19 and CD22, И вот эти кластер 19 и 22, those determine how big your flashlight is. они определяют то, насколько узкий или широкий свет вашего фонарика иммунной системы. So the other ones are interleukins and their receptors. Оставшиеся здесь это интерлюкины и их рецепторы. Interleukin 1, 6, and 23. Интерлюкин 1, 6 и 23. А? Орликин? Sorry. And these are some of the worst culprits of autoimmunity. Они являются одними из самых худших таких агентов, связанных с аутоиммунностью. So we can either, with NK, we can either turn down the interleukin, И используя НК, мы можем или приглушить интерлейкин, or we can turn up the interleukin receptor. или мы можем усилить его рецептор. Turn it up or off? Some of the interleukins we turn down, the receptors we would turn up. Because you turn up a receptor, and it can suck out everything, suck out the interleukin out of the blood. Когда мы увеличиваем активность рецептора, то он тогда больше может засасывать интерлейкина. Could you make the sound too? Yeah. Thank you. Если что, Денис за это сейчас не платят. Это мы еще обсудим. How much time do I have, Daria? How much time you got left? 10 minutes. 7 minutes? 10. Oh, 10 minutes. Okay. So this is a summary of how I work with autoimmunity. Это резюме того, как я работаю с аутоиммунностью. It really starts with inflammation Реально мы начинаем с воспаления and cell pathology, and we have formats for all that. и патологии клеток, и для всего этого у нас есть форматы. And we can find the immune cells that are doing it, И мы можем находить иммунные клетки, которые вот в этом задействованы, and check for those pesky immune proteins that we've looked at already. и проверять вот эти вот мелкие иммунные протеины, про которые мы уже говорили. And then we can work on the genes using the nutritional class of NK. И дальше мы можем поработать с генами, используя курс про питание из НК. Then we can finally work on the pathogen. И вот потом мы наконец можем поработать с самими патогенами. And the other important part is pathogens are yucky. И еще такой момент, патогены, они такие противные, отвратительные. So you have to clear their toxins as well. И вам нужно будет вычистить их токсины тоже. And that's just about everything. И вот это примерно все. Are there any questions? Есть ли вопросы? Какие курсы используются для этой работы? Which courses do you use in this work? Oh, I use Immune 1 and 2 and Nutrition A and B. Иммунные 1 и 2 и питание А и Б. And I've written a class that puts what you've seen together into a single process.
И также я написал как курс, который все вот это прописывает в один процесс. But you got to take immune 1 and 2 and nutrition A and B first. Но вначале вам все равно нужно пройти иммунное 1 и 2 и питание А и Б. Работали вы с людьми, которые были на хронические гепатиты и ВИЧ-инфекции? Have you ever worked with chronic hepatitis Mhm. and HIV? Uh-huh. With HIV, they actually discovered another cluster of differentiation. I can't tell you the number off the top of my head, but if you turn down a cluster of differentiation, HIV will disappear. Касательно ВИЧ, там обнаружили еще один новый вот этот вот кластер дифференциации, я не помню какой номер, и если вы его приглушите, ВИЧ исчезает. The important thing with viruses is besides just killing them, you also have to take them out of the DNA. И вот важный момент касательно вирусов, нам нужно не только убить сами вирусы, а также стереть, убрать их из ДНК. Because the DNA actually stores the virus and then reproduces the virus for us. Потому что ДНК делает, оно сохраняет сам вирус и воспроизводит его для нас. Isn't that nice of us? Классно, правда? More questions? Меня интересуют раковые заболевания. Какой процент в вашей клинике положительных коррекций этими методами? Раковые заболевания. I'm interested in the oncological diseases and what sort of success rate do you have in your clinic? With oncology, I focus in oncology. It's a rheumatology clinic, but there are all sorts that come through. With oncology, I focus on, well, certainly just killing whatever pathogens that are disrupting the immune system, because on cancer it goes the other way. Autoimmune goes here, cancer is the opposite response. В онкологии я тоже фокусируюсь на том, чтобы избавиться от тех патогенов, которые могут как-то нарушать работу иммунной системы, но с онкологией это как бы противоположный механизм от аутоиммунных заболеваний. Если в аутоиммунных заболеваниях иммунная система идет как бы вот в эту сторону, то в онкологии она в другую сторону активируется. So besides working on the pathogen, you also have to get the mitochondria working again. И вот кроме того, чтобы работать с патогенами, нам также нужно сделать так, чтобы митохондрии тоже работали корректно. And I also have pathways for that. И у меня есть форматы пути для этого. But that's a different conference. Но это другая конференция. Next year, right? Yeah, В next year. следующем году. Thank you very much.